Ни для кого не секрет, что я люблю линейку тигров. 800 был для своего времени очень достойным, 900, особенно после рестайлинга, просто песня, GT супер сбалансированный байк в деталях. 660 тоже шикарно настроен как маленький спорттурист, старый 1200 тяжеловат, конечно, но тоже настроен очень классно по рулежке, мотору, подвеске, проблемы у него были чисто в плоскости надежности. Нового 1200 тигра перевели на другой мотор, переделали кардан, избавились от прошлых проблем с надежностью, плюс ощутимо снизили вес, плюс дали на выбор баки на 20 или 30 литров. Казалось бы, звание лучшего байка в классе уже в кармане. Я очень ждал этот мотоцикл, но жестко разочаровался, когда впервые попробовал ралли, а потом так и не полюбил версию GT. Давайте сначала о хорошем. 1200 тигра легко описать. Это интеллигент-аристократ. Садишься и сразу чувствуешь качество в отделке, материалах, кнопочках. Сиденье традиционно для Триумфа самое комфортное в классе, эргономика посадки идеально сбалансированная. Все лапки, рычаги легенькие, выжимаются силой мысли, зеркала с отличным обзором, топовые идеально прогнозируемые тормоза, наконец-то элегантный красивый экран. Но главное – связка мотора и коробки. Традиционно ровный двигатель, опять очень комфортный мягкий квикшифтер. Квикшифтер не пытается быть мгновенным, у него задача сглаживать рывки при переключении. Переключение по времени растянутое, но очень уютное. В отличие от большинства мотоциклов, на тиграх я квикшифтером пользуюсь даже при переключениях с первой на вторую. Двигатель ровный и не трясется на низких оборотах. Даже если, допустим, на 2000 оборотах резко открутить ручку, мотор ровно ускоряется. Вот что я называю эластичным двигателем, чтобы ровно ехал на максимально широком диапазоне и при любом положении заслонок. Допустим, на третьей передаче можешь и 30 км в час стабильно ехать, и 130. Тигр всегда уверенно тянет, поэтому выбор оптимальной передачи здесь штука субъективная. Из-за этой гладкости можно было оставить только один спортивный режим отклика ручки. У тигра не бывает рывков, ты всегда четко контролируешь тягу, поэтому что на асфальте, что на бездорожье спортивный дерзкий режим изумительно работает. Все это относилось и к старому 1200, однако в новом изменили порядок работы поршней по примеру 900 тигра. Раньше на 1200 были вспышки с равномерными интервалами, сейчас нет. По-моему, в случае с 1200 это было сделано зря. Смысл-то понятен, вспышки размещаются ближе друг к другу, момент от работы одного поршня чуть-чуть перекрывается вторым и получается резкий импульс, что по характеру ближе к двухцилиндровым моторам, сохраняя короткоходный отклик. Но это нужно только на бездорожьях, когда прям по-настоящему в боевом режиме едешь, а Tiger 1200 не про это, даже ралли. А какие минусы мы получаем? Во-первых, на очень низких оборотах у мотора выше шанс заглохнуть. Придвинув рабочие такты поршней друг к другу, создается длинный период простоя, в который может не хватить импульса для вращения. Если старый Tiger 1200 мог стабильно ехать на ультра низких оборотах, прямо на холостых, то новый Tiger все еще гораздо лучше 90% мотоциклов, но уже не как старый. В каких-то специфичных ситуациях типа медленного узкого разворота можно заглохнуть. Я ни разу не глох, но это возможно, я читал о таких ситуациях, плюс на 900 Тигре у меня нечто похожее было. В версии 2024 года на Тигре утяжелили некоторые части мотора на килограмм, чтобы увеличить инерцию. С одной стороны чуть замедляется реакция двигателя, с другой уменьшается вероятность заглохнуть. Сами себе создали проблему, чтобы потом ее решать. Вторая проблема такой компоновки – вибрации. Когда типичный коленвал трехцилиндрового мотора крутится вокруг своей оси, он равномерно сбалансирован. Все еще нужны балансиры для поршней, но это решаемо, поэтому, например, Tiger 800 с равномерными вспышками, по-моему, самый мягкий двигатель в классе. Ну и в целом гражданские трешки с равномерными вспышками и балансирами, как правило, комфортные. У них могут быть легкие вибрации, но не на таком уровне, чтобы это было причиной отказа от покупки. Триумфовский коленвал T-Plane, по всей видимости, не подлежит идеальной балансировке. Что на 900 Тигре, что на новом 1200 одна и та же специфичная особенность. Вибраций практически нет до 5500 оборотов, а дальше резкое увеличение вибраций. Если на 6000 оборотах терпимо, то на 7000 оборотах совсем неприятно. И чисто из-за вибраций на магистрали мотоцикл воспринимается уже не люксовым.
В случае с 850 можно закрыть глаза на вибрации, потому что байк недорогой, но 1200 дорогой люксовый мотоцикл покупатель вправе требовать больше. На 900-х тиграх эту проблему в рестайлинге победили, установив руль через демпферы. Это правда отлично работает. На 1200-м сам мотор больше, поршни с коленвалом тяжелее и вибрации на высоких оборотах больше, демпферы уже не так эффективно работают. Самое существенное изменение Tiger 1224 года – снижение вибраций. Они поигрались с балансировкой мотора и сейчас заявляют, что снизили вибрации в зависимости от оси на 5, 43 или 89%. Если суммировать эффект, вибрации снизились почти в 2 раза. Сами себе создали проблему и решили, что на 900-ке, что на 1200-ке. У Tiger 1200 с самого низа много момента, на серпантинах и версия 22 года была приятной, проблема касалась только магистральных скоростей. В 24 году эту проблему решили. Легкий зуд остался, но в общем это теперь вполне комфортный двигатель даже для людей, которые не любят вибрации. Я бы сказал, с точки зрения вибрации это тот же самый уровень, что у 1300 GS. Собственно, почему я так долго тянул с обзором, хотя версию ралли попробовал аж 2,5 года назад. Потому что Тигр рассчитан ровно на тех же покупателей, которые выбирают ровного гуся, а не своеобразные КТМ, мультистраду или Африку. Плюс только эти два байка на кардане у многих на этом пункте. 2 года назад уже было понятным, что скоро выйдет новый гусь, и хорошо бы, прежде чем резюме по Тигру давать, сравнить его с 1300 GS, а не уходящим 1250. Попробовал 1300 GS, потом у Тигра презентовали обновление с исправлением недостатков. Пришлось ждать, когда будет возможность найти в аренде именно рестайлинговую версию 2024 года. Я за это время успел полностью поменять технику и подход к съемке. Обзор снят на 5 разных камер с разными настройками в разных странах в разное время года. Согласовать футажи между собой идеально никак не получится, поэтому стиль картинки в ролике прыгает. Кстати, если вам интересно узнать больше о том, как снимать на мотоцикле, заходите на Boosty или Patreon, я там публикую эксклюзивные ролики на тему съемки в контексте мотоциклов. Это моя форма благодарности людям, которые поддерживают такие финансово затратные обзоры. Так вот, если вкратце описать, что я думаю о Tiger 1200 GT, он лучше, чем 1250 GS, но хуже, чем 1300 GS. Не претендую на истину, но для меня такая градация. Хотя надежды на Тигра были большие. Я бы сам рад только хвалить байки, но так не получается. Вижу недостатки, ничего не могу с этим поделать. Добро пожаловать на темную сторону обзора. Формула X – огромный торговый центр с мотосалонами, магазинами экипировки и товарами для активного отдыха. Недавно в Формуле появился магазин с экипировкой и аксессуарами BMW, там же можно вживую посмотреть, за что я так нахваливаю 1300 гуся. После зимы в Формуле начинается активная жизнь, открытие сезона, мотокино, джимхана, мотошашлыкинг и прочее. В теплый период каждую неделю-две какие-то действительно интересные бесплатные мероприятия проходят, я даже завидую. Чтобы не пропустить, подпишитесь на телеграм-канал Формулы. Там нет такого, что вас засыпают рекламой всех магазинов по кругу, анонсы мероприятий и познавательный мотоконтент. Увидимся в Формуле. Начну с поругивания версии ралли. Пока не ездил, в теории она мне казалась даже неплохой. Да, 21-е колесо сомнительно для байка, у которого вес начинается от 250 килограммов, но обнадеживало наличие полуактивной подвески. С 21-м колесом и полуактивной подвеской раньше была только Africa Adventure Sports. На Tiger 1200 Rally вилка толще и ход немного короче, поэтому была надежда на хороший баланс. А вот нет, и даже 9 режимов настройки подвески не помогают. Я всегда в самом-самом спортивном режиме ездил, потому что даже на пересеченке все равно мягко. Не очень представляю ситуацию, в которой мне бы понадобился режим мягче. Дно в том, что эта 9-я самая настройка, она все равно слишком мягкая. У Тигра тормоза четкие с мгновенным прихватом, чуть тронешь на ралли, байк адски клюет, поэтому любой поворот проходится с очень затяжным подтормаживанием до поворота, чтобы снизить клевок и сохранить управляемость. Причем заметно, что геометрия сама по себе у ралли хорошая. Им удобно вертеть туда-сюда на низких скоростях, нет слишком зажатого демпфера руля, проблема чисто с подвеской. Похожая проблема с Африкой, только тут дури в 1,5 раза больше и байк еще ощутимо тяжелее. Подразумевается, что большую часть времени Тигр живет на асфальте, а в горах на серпантинах он просто неприятный с такой подвеской.
Я понимаю, что в Триумфе очень хотели отхватить кусочек продаж Африки, только ралли — это не конкурент Африки. У Африки есть и четкая концепция, и уникальные преимущества. Во-первых, репутация надежного мотоцикла, который относительно легко обслуживается, с самой широкой сетью сервисов в мире, с мотором, который наименее капризный к топливу из одноклассников. Триумф залетает в сегмент с репутацией, подпорченной предыдущим 1200-м поколением по надежности, очень непростым обслуживанием, ориентированным на официальные сервисы, мотор со степенью сжатия 13,2 к 1. Во-вторых, у Африки мотор спроектирован под низкое потребление топлива. Триумф, конечно, тоже заявляет расход 5,1 литров на 100 километров, только этих показателей на большой короткоходной трешке достичь очень сложно. У меня что во время теста GT, что во время теста ралли дороги были мокрыми, ездил аккуратно и не быстро. На GT у меня средний расход за весь период получился 6,7, большую часть времени я по горам катал. Магистралей в общем пробеге не особо много получилось. На ралли я как улитка после дождя с такой мягкой подвеской ездил и замеры проводил только в горах. 6 литров. Africa Adventure Sports действительно хороший вариант, чтобы поехать куда-нибудь в Среднюю Азию или Монголию при всех сопутствующих факторах. Это мы даже про автомат не начали говорить. Тигров в целом там никто не ждет, а Триумф еще и не старается помочь выбору, потому что даже самый простой ралли с мелким баком заметно тяжелее АТАС и ощутимо выше по седлу. 1200 ралли — адский высокий мотоцикл, ощутимо выше Африки, я даже не сравниваю с версией 24 года. Это заметно, особенно когда центральный кофр стоит, он на уровне головы нормального человека. На байке есть автозанижение, которое не так уж плохо работает, но сильно на него не надейтесь. Физический смысл автозанижения в том, что байк при снижении скорости временно меняет преднатяг на минимальный и возвращает в правильное положение только когда скорость будет выше 82 км в час. Ирония в том, что для легких низких людей, у кого как раз наибольшие проблемы с высотой мотоцикла, где автоматический преднатяг и так в слабом положении, автозанижение даст совсем несущественную разницу в высоте. Во-вторых, у Гуся, как у основного конкурента, этот режим реализован лучше, потому что автозанижение на низкой скорости можно заставить работать всегда для нужных режимов. В Триумфе, видимо, подразумевают, что при следующем запуске мотоцикла водитель может немного подрасти и автозанижение ему уже не понадобится, поэтому функцию нужно включать при каждом снижении скорости. Меня так бесит, что все тупят с реализацией этой функции, хотя там 2 часа работы среднего программиста и все будет идеально. Возвращаясь к высоте, там не столько высота седла, сколько неприлично широкое сиденье. Комфортно, конечно, но ногами доставать до земли неуютно даже с высоким ростом. Даже GT, который уже с более-менее нормальной высотой, все равно ощущается выше именно из-за ширины седла. Возвращаясь к подвеске, мотоцикл очевидно чисто для Европы, а кому в Европе нужна такая подвеска? Просто не существует дорог, где ее можно раскрыть. А чтобы на таком чудовище ездить там, где понадобится длинноходная подвеска и колеса 21/18, нужно быть как минимум эндуро-чемпионом. Когда будете смотреть очередную рекламу Тигра, в голове держите, что в их рекламах, во-первых, едет двукратный победитель Дакара, а во-вторых, ему деньги платят за то, чтобы он терпел и улыбался. И универсальности никакой не получается. Байки типа Тенери или Туарега можно оправдать, потому что в ограниченном бюджете ты можешь действительно выбрать универсальный байк, который будет проигрывать специализированным, но в целом способен выполнять разные задачи. А Tiger 1200 Rally — это очень дорогой люксовый мотоцикл. Можно за его цену купить Versys 1000, Tiger 900 GT, Tracer 9, Tiger 800 Sport и так далее. Все они в миллион раз приятнее на серпантинах, и сказать, что Versys сильно уступает в комфорте и динамике, не могу. И останутся деньги на новый KTM 690 или тот же Teneri, на которых можно поехать грязь месить, в том числе далеко. И KTM с Teneri будут всегда на шашке, поэтому не будет вечной проблемы найти мифическую универсальную резину, которая даст 150 сил где-то использовать и грязь месить. Если хочется просто понтовый внедорожный мотоцикл, есть куча всего, начиная от 1290 SAR, Desert X Rally, KTM 890 Rally и так далее. Кардан на версии ралли — сомнительный плюс. Хотя Триумф переделали маятник, плюс они не боятся использовать надежные хомуты для крепления резиновых уплотнителей, и задние резиночки на практике случайно не сдергиваются из пазов. В любом случае, кардан хуже для бездорожья от увеличенной неподрессоренной массы. Короче, я вообще не представляю, кто выбирает ралли. Нужно быть очень самоуверенным. Теперь перейдем к GT.
Это неплохой и гораздо более сбалансированный мотоцикл, но к нему тоже есть ряд вопросов. Во-первых, от самого существования версии ралли GT по наследству достались некоторые проблемы. На старом Tiger 1200 была возможность выбрать версию XC, это практически то же самое, но со спецованными дисками 1917. Мне кажется, для больших тяжелых тур-эндуро спецованные диски 1917 оптимальный формат, потому что подвески в этом классе дорогие и всеядные, и на этих мотоциклах комфортно наваливать по грунтовкам. Литые диски при такой массе все-таки ощутимый риск. На всех без исключения конкурентах есть возможность в опциях выбрать спецованные диски 1917 даже на мультистраде V4, а на Триумфе нельзя. Либо литье, либо мирись с валкой подвеской ралли. Во-вторых, на GT сзади стоит узкое 18-дюймовое колесо. Я понимаю, что они хотели унифицировать кардан и маятник на обеих версиях, но логично было поставить 17-е колесо на ралли. Любой резины, в том числе бездорожной, навалом. Я, например, люблю в дорожные путешествия ездить на топовой спорттуристической резине. Гонять по серпантинам одно удовольствие, и вроде 150-сильный байк на литых колесах должен подходить под такое использование. Прошелся для интереса по каталогам брендов, а никто топовую спорттуристическую резину в типоразмере Тигра не выпускает. Вы будете довольствоваться только узкой универсальной адвенчурной резиной. Не беда, конечно, но от люксового мотоцикла хочется максимальных эмоций, а не сойдет. Чуть не забыл про подвеску на GT рассказать. Я когда GT на тест брал, поставил сразу подвеску в спортивный режим и тоже вспомнил про существование подвески часа через полтора. Идеальная подвеска — это вот такая, когда вообще не напоминает о себе. Она держит любой поворот и незаметно глотает любые стыки, перепады на люках и так далее. По концепции это Skyhook, приоритет отдан комфорту. Сравнивать напрямую с Ground Hook подвесками сложно, это вкусовщина, но из Skyhook это лучшая реализация на адвенчур мотоциклах, на мой взгляд. У Tiger GT спортивный режим великолепен на серпантинах, а комфортный режим приятно переваривает каменистые грунтовки. Правда, идеальная подвеска из универсальных, и мягко, и управляемо. По стилю похоже на Tiger 900 GT Pro, только еще круче. Вот только на 900 GT еще и шикарно настроенные шасси с острой геометрией, поэтому байк на серпантинах изумительный для тур-эндуро. А 1200 GT на серпантинах рулится лениво. Я даже скажу, что это ключевой недостаток мотоцикла лично для меня, я люблю байки острее. У Tiger 900 GT трейл 103 мм, хорошее значение кроссовера. Примерно в том же диапазоне Multistrada V4, 1250 GS или старый Tiger 1200. Приятная острая рулежка, круче только байки с совсем спортивным уклоном, где трейл меньше сотки. У Tiger 1200 Rally трейл 112 мм, что тоже неплохо для большого тур-эндуро. На базовом 1300 GS такой, на Африках до 24 года и так далее. А на новом 1200 GT трейл 120 мм и довольно длинная база. Это уже категория ленивых байков, которые больше для прямых или быстрых широких трасс. На узких европейских серпантинах с такими мотоциклами всегда ощущение избыточно большого размера, что значительную долю кайфа съедает. Логику я могу понять. 150-сильный высокий байк с высоким стеклом и острой геометрией будет склонен к воблингу на скоростях около 200, и растянуть геометрию – самое логичное решение. Есть сложнее вариант – проработать аэродинамику, и тогда получится Multistrada V4, которая и мощнее, и не воблит, и хорошо рулится. Да, Tiger 1200 достаточно стабильный на скорости, плюс у Тигра плавающий задний кофр, поэтому даже с ним байк уверенно едет. Но, увы, немного ленивой по рулежке, что лично я не люблю. Просто делюсь мнением, а не уговариваю, что это для вас тоже принципиально. Например, в Москве и центральной части России особо негде чувствовать острую рулежку, а раз в год в Сочи съездить – не такой принципиальный момент. Кто живет в южных странах Европы, где все в серпантинах и хотелось бы на них кайфовать, совсем другая история. Остальные минусы лично для меня не так принципиальны. Например, можно поругать стекло, которое работает только со средним ростом, что на GT, что на ралли. Точнее, ощущение, что стекло разработано для человека с конкретным именем и фамилией. Само стекло гораздо шире, чем на 900-ке, однако работает иначе. У 900-ки узкое стекло как бы разбивает поток, и на тебя никакого направленного ветра нет. Можно в очках и с открытым визором ездить до магистральных скоростей, например. На 1200-м мне с высоким ростом с открытым визором даже на 30 км в час задувает в глаза, а с открытым визором и опущенными очками лезет под очки и дергает шлем даже на 80 км в час.
У 1200-го поток ветра загоняется поверх шлема, однако с высоким ростом поток дует явно не туда, даже в высоком положении стекла. Плюс, несмотря на все дополнительные дефлекторы, на скорости в руки и плечи дует. Но это мелочь, потому что ветрозащита ног отличная, посадка удобная и так далее. Несложно поменять стекло и получить царский комфорт, а для среднего роста наверняка и стоковое стекло отличное. И нужно отметить, что Tiger 1200 отстает по начинке. У него все еще нет активного круиз-контроля, хотя на всех конкурентах есть. Радар в версиях Explorer с 30-литровыми баками был сразу, но бесполезный. Это только контроль слепых зон, что на Тигре с его прекрасной формой зеркал, мягко говоря, не самая нужная функция. Уже есть шпионские фотографии обновленного Тигра с радаром спереди, но я не думаю, что эта версия появится на полках раньше следующего года. Есть шанс, что уже на следующем поколении они исправят детали, которые мне не нравятся в текущем. Помимо активного круиз-контроля у основного конкурента есть робот. Мне кажется, для целевой аудитории нормисов, куда метят гуси и тигры, это важно. Плюс в этом году много из каких байков с автоматом можно будет выбирать. Подытоживая, Tiger 1200 GT в целом даже неплохой мотоцикл с массой плюсов, точно не ужас-ужас, но в сердечко не попал. Для людей, которым хватит 108 сил, я больше рекомендую Tiger 900 GT, по комфорту сопоставим, а универсальности в разы больше. Легче, ниже, отлично рулится, значительно дешевле, проще в обслуживании. А если хочется эмоций мощного байка, Multistrada V4 ждет. Динамичнее, рулится и точно не уступает в комфорте. Подороже, конечно, но разница 15-20% в люксовом сегменте ни о чем. И 1300 GS никуда не делся. Лучше рулится, ощущается легче, топовые технологии и хорошая ликвидность.